Представьте такое, что завтра отменят киндергельд. И это не сказки, да? Это выбор только, хотим ли мы своим детям эту возможность дать или нет. Вот эти 50 тысяч, 60 тысяч разлетелись, родители начинают, да, мы ж тебя кормили, поили, обували, одевали, но ребенку что с этого? Благодаря этой инвестиции я списываю с налога 12 тысяч, и все мои месячные затраты на выплату этой квартиры у меня полностью погашаются. Автоматиш 1 числа у нас начинают снимать с нашего счета, то есть автоматиш вот это все снимается. У каждого работающего наемного сотрудника висят большие суммы, которые просто им абсолютно бесплатно в договор могут заходить. Привет, Иван. Сегодня у нас продление нашей записи. И сегодня мы затронем такую классную тему, как финансирование, перефинансирование. И самое главное, как же можно подготовиться лучше к финансированию, если мы это только планируем. Буду рад ответить на твои вопросы, ну и поделиться своими знаниями. Супер. Тогда давай сегодня возьмем как основу финансирования. На самом деле в Германии есть много возможностей получить бауфинансирование, так называемое, то есть финансирование на приобретение своего дома, или бланко-дарлehen, или приват-кредит на приобретение, допустим, машины, или на ремонт дома. Если ты не против, давай сегодня вокруг всей этой темы покрутимся и посмотрим, а как же мы можем, первое, подготовиться для финансирования, если мы начинающие специалисты, возьмем пример 17-16-летних молодых людей, которые только готовятся, как им подготовиться к обычному финансированию, во-первых, что такое бланко-дарлehen или бланко-кредит, или что такое конзум-кредит, или как все-таки лучше подготовиться к будущей покупке своей первой квартиры, возможно, как капиталанлага, то есть с целью зарабатывать, или как все-таки собственная гнёздышко. Вторую часть нашего интервью я бы затронула, как уже работающим людям, которые купили что-то, получить наилучшее перефинансирование, каким образом они могут с таким продуктом, как Bausparvertrag, заблокировать себе процентные ставки, либо зарезервировать себе процентные ставки уже на следующие 7 или 10 лет после того, как пройдет первое десятилетие. Потому что очень часто к нам приходят люди, которым 50 плюс, и они решили, я готов что-то сделать для своей пенсии. И третью фазу, что же такое все-таки Bausparvertrag, да? Потому что многие путают, что Bausparvertrag — это только возможность накапливать, немножко зарабатывать, либо возможность заблокировать себе какие-нибудь процентные ставки, если надо взять какой-то небольшой кредит. Вообще, что такое Bausparvertrag и как нам его наиболее интересно интегрировать во все виды наших желаемых финансирований или для получения в будущем более дешевой процентной ставки при умфинансировании, так называемый Tilgungsersatz. Начнем с первого. Если молодой человек начинает работать в Германии, как ему подготовиться для того, чтобы в будущем взять подешевле, допустим, свою первую машину, или в будущем собирать, используя все государственные дотации, себе капитал для приобретения своей квартиры? Начнем с того, что же такое Bausparvertrag. Да. Если мы сейчас затрагиваем тему Bausparvertrag, то есть Bausparvertrag ему больше 300 лет. То есть это еще в Шотландии было, то есть вообще скандинавские страны. То есть они, там у них холоднее немножко, чем у нас. То есть в Гамбурге тоже холодно, да, то есть там еще холоднее. То есть и они себе строили дома. То есть и, соответственно, то есть люди не могли сразу себе собрать там денег и построить дом. То есть они тогда скидывались. То есть они говорили, давай сделаем товарищество, то есть сейчас все скинемся, построим одному дом, потом скинемся, построим второму дому и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть те, кто первые начали скидываться, соответственно, потом они быстрее получали эти деньги из казны и строили себе дом. То есть постепенно в Германии это легализировали. Кстати, в европейских странах, в мире не знаю, но в европейских странах Германия — это единственная страна, где есть такие Bausparkasse. То есть их на сегодняшний день более 60 в Германии. И что значит легализировали? То есть это делается сейчас официально под присмотром государства. Это первое. Второе, что эта форма, она застрахована от государства. То есть в Bausparkassах, если на Bausparkonto у меня до 100 тысяч евро накоплено, то есть эти деньги у меня застрахованы через государство, то есть они гарантируются государством. То есть вот это многие путают, сравнивая Bausparkasse, то есть или Bausparvertrag с какими-то другими видами накопления, акции, биткоины, криптовалюты и так далее. То есть поэтому еще раз
то, что касается надежности, то есть это они стоят на первых местах. Теперь, если мы подойдем как раз-таки к нашим начинающим работникам, то есть или учащимся, то есть это так называемые ацуби, то есть ацуби — это человек, который, это можно сравнить с техникумом или же с училищем. То есть когда человек начал учиться на какую-то профессию, то есть он учится там 2,5-3,5 года, то есть и уже здесь он может заключить этот Bausparvertrag. Почему? Потому что то есть, там он получает так называемый Ausbildungsgehalt. Что такое Ausbildungsgehalt? То есть это как стипендия, то есть, которую платит работодатель, то есть или зарплата для учащегося. И там он может от 6 до 40 евро получать от самого работодателя. Это первое. Второе, что он может на эти деньги получать, он может получать на эти 40 евро, то есть если он 40 евро откладывает, 40 умножить на 12, это у нас 480, на эти деньги он может получить от государства, если ему уже исполнилось 16 лет и старше, он может получить 9%. То есть 9% это еще 42 евро сверху, то есть может, так скажем, 13-ю зарплату на эти 40 евро. Затем, если он сказал, я еще хочу дополнительно что-то откладывать, потому что 40 евро это не такие большие деньги, они сейчас получают уже от Субис от 800 до 1000 евро нетто, то есть и он 60 евро говорит, я буду откладывать еще дополнительно. Вот на вот эти 60 евро, 60 умножить на 12, то есть у нас получается 720, то есть он получит еще 10% сверху на 700, то есть это еще 70. То есть 70 плюс 42 у нас получается 112 евро, то есть которые он получит дополнительно сверху от государства. То есть это грубо 9,5-9,4% гарантированных, еще раз гарантированных, и плюс еще деньги тоже гарантируются. То есть если он их вкладывает, то есть они гарантируются государством, что они не пропадут. То есть даже если Bausparkasse обанкротится, то есть эти деньги выплатит государство. Давай подведем черту. Первое, если, скажем, начинающий, в кавычках, работающий человек, это наши дети, которые делают Ausbildung, захотят уже накапливать что-то для себя с целью, допустим, через 2-3 года получить какой-то дешевый кредит на свою первую машину, либо создать себе капитал для покупки своей первой квартиры, то в этом случае, заключив Bausparvertrag, его на самом деле можно и раньше заключить, да? Но мы просто берем как пример, чтобы разобрать несколько примеров. Да. Заключив Bausparvertrag, первое, это супер надежно, грубо говоря, для этого молодого человека эти деньги, надежность этого вклада приравнивается к тому, что у него деньги лежат в Bausparkasse или, скажем так, в нашей привычной хаспе, либо какой-либо шпаркассе. То есть это первое. Второе, возможно, кто-то не понял с твоего разговора, потому что достаточно сложно. Второе, многие не знают, что в Германии только в этом направлении, что значит в этом направлении, когда кто-либо говорит, я хочу собирать в Bausparvertrag, то я могу от государства получить на каждого человека, если это муж с женой, по 70 евро, 140 евро дотацию. Второе, если человек работающий, в этом случае это Auszubildende или просто работающий человек, он может еще дополнительно в этот договор, скажем так, в подарок от работодателя получить до 40 евро за свой бруттогехальт, где он вообще ничего не теряет. Это законодательство это позволяет, и многие фирмы это делают. То есть они каждому сотруднику, в этом случае Auszubildenden, дают эти 40 евро в этот договор. Плюс законодатель говорит, окей, за то, что работодатель это делает, мы сверху того, что дает работодатель, еще добавим 9%. И это называется Arbeitnehmersparzulage. Это означает, если на том примере, который ты привел, ребенок, начинающий, работающий человек в этом обществе, откладывает из своего кармана только 60 евро, и если прибавить все дотационные программы, которые город позволяет, у него в общей сложности в накопление уходит в году 1313 евро, да, если мы это все прибавим, то, что ты перечислил. И это позволяет опять начинающему сотруднику или начинающему молодому человеку собрать свой капитал. Как я поняла, этим капиталом можно воспользоваться даже для того, чтобы, допустим, купить машину. Предположим, он собрал 10 тысяч, и не будем идти в детали, есть различные программы, даже в каждой Bausparkasse есть различные программы, которые позволят ему взять, допустим, от 12 до 25 тысяч в этом конкретном случае кредит
от 0,95 до 2,85% ставки. И если у него большая сумма, да, которую он заключил договор, он может и дальше копить. Допустим, воспользоваться той суммой, которая ему нужна, и дальше копить. Какие еще преимущества, допустим, если мы на этом конкретном примере останемся, что ты еще выделишь? Какие еще преимущества, кроме того, что многие не знают, что они просто могут, поставив правильно антрак и ничего больше, получать, как в этом случае мы перечислили, такую большущую сумму абсолютно легально в подарок от государства, от работодателя и от всех этих дотационных программ. Ну, здесь, может быть, давай я приведу свой личный пример. Я не только своим клиентам, но также и своим детям то же самое рекомендовал, советовал и сделал. То есть, когда ребенок закончил Ausbildung, то есть вот он 3 года проучился, закончил Ausbildung и начинает работать. То есть очень многие дети, то есть они от родителей переезжают. То есть вот здесь я всегда родителям говорю: родители, вы должны сейчас подготовиться, то есть или точнее подготовить ребенка, чтобы он переехал не в съемную квартиру и потратил все накопленные деньги на ремонт, на кухню, на еще там что-то в этом роде, опять же, не в свою квартиру, а в съемную, то есть для кого-то это инвестировал. А может быть, был бы смысл, то есть эти деньги потратить на свою квартиру. Своя квартира, чтобы купить, она стоит, к примеру, 250 тысяч, то есть ему нужно минимум 10% на оформление, то есть это значит, у нас 25 тысяч ему нужно накопить. Но ребенок говорит, что 25 тысяч я не накоплю, может быть, мне там дадут, может быть, не дадут, то есть у него, может быть, нету такой мотивации, чтобы к этому подойти. Но если мы правильно объяснили, сказать: смотри, вот здесь вступает, как говорится, в игру, вступает Bausparvertrag. Если мы накопим с 25 тысяч только 40%, то есть это с 25 тысяч 40%, это 10 тысяч. И 10 тысяч накопить это уже как бы реально. Почему? Потому что то есть он будет копить, может быть, там бабушка с дедушкой поможет, может быть, родители. Как бы то ни было, то есть как только у него есть 10 тысяч, то есть у него есть право взять 15 тысяч от 2,45 до 2,85%, то есть это процентная ставка, которая ниже, чем на сегодняшний день инфляция. То есть вот у него есть 25 тысяч своего капитала. То есть вот здесь он уже может как раз-таки подойти к своей недвижимости, то есть и первое, что он может сделать, то есть это все-таки переехать в свою квартиру уже, то есть а не в съемную. Поэтому изначально, я еще раз говорю, что Bausparvertrag это все-таки детей мотивировать в то направление, чтобы они приобретали свою недвижимость. То есть и затем он сможет это сделать, допустим, там каждые 2 или каждые 3 года, потому что он потом будет работать, будет больше откладывать, и по вот эти 25 тысяч, 30 тысяч он сможет инвестировать, опять же, в свои следующие объекты. На самом деле родители, которые заботятся о своих детях, они могут и раньше начать копить в этот договор, чтобы накопилась более большая сумма, и выбрать тариф, допустим, где ребенок может даже выбирать между 0,95% годовых. Получается, как только родители заключили этот договор и даже ушли на минимум, то есть они заключили на какую-то сумму, но есть возможность понизить свои минимальные взносы в этот договор до минимума, допустим, до 50 евро там, или до 60. А потом уже ребенок сам может выбрать, насколько он хочет повысить, и самое главное, он будет в этом договоре еще и получать все свои дотации, только за счет дотации он за 5-7 лет собирает 5-6 тысяч только за счет дотаций, которые город дает, которые работодатель дает. И еще в этом виде город позволяет 30 евро, как вот Vermögensvermögen, еще дополнительно 30 евро откладывать, допустим, фонды. Это тоже многие не знают, что это государство к этому подталкивает и говорит: окей, если работодатель в бруто начисляет эти 30 евро, а многие работодатели это делают, просто Ausbildner даже не знают, что это есть, что, оказывается, работодатель дает 30 евро, дарит 30 евро, и на эти 30 евро город дарит еще 20%. Это значит 30 евро в месяц, и плюс еще 20% каждый месяц от города, которые тоже могут идти в накопление. И эти деньги могут позволить купить свой первый объект. Если мы останемся на этом, как мы выучили в предыдущих записях, сейчас прошла большая реформа. И, грубо говоря, ребенок, который прожил у родителей, допустим, 10 или все 17 лет, или 18, или 20, да, сколько сейчас этому ребенку, который отучился, который закончил успешно свой Ausbildung, которого переняла фирма, он идеально подходит для финансирования. И в этом случае, если, допустим, ребенку по какой-то причине удобно еще жить с родителями, либо он нашел очень маленькую дешевую квартиру, будучи там студентом или будучи Auszubildender, и говорит: да, вроде бы моя финансовая ситуация сейчас идеально подходит для того, чтобы взять кредит, но для себя я еще не хочу.
то в этом случае мы можем рассмотреть, как мы уже выучили, да, в нашем блоге, возможность профинансировать беззаботный концепт, допустим, взять однокомнатную или двухкомнатную квартиру в Гамбурге или в пригороде. Благодаря этой инвестиции этот молодой специалист получает супер классные предложения по финансированию. Почему? Потому что его шуфа выглядит идеально. Он немножко собирает, шуфа говорит плюс пункт. Возможно, даже он уже взял на машину первый свой кредит, его хорошо платит, это тоже плюс пункт, что многие недооценивают. И сейчас ему еще не нужна своя квартира, но он купит инвестиционную квартиру, допустим, по беззаботному концепту, или будет сам сдавать. И благодаря покупке этой квартиры, благодаря тому, что он собирал в этот Bausparvertrag, да, правильно подготовился, и у него идеально выглядит шуфа, потому что он долго прожил на одном и том же месте, у него не было каких-то больших задолженностей, да, потому что обычно у таких молодых людей еще нет каких-то больших проблем в этом направлении. И благодаря этой инвестиции он будет возвращать практически весь свой налог, который он по первому что классу будет платить, потому что как часто в Германии выходят, молодые специалисты кормят всех других, кто в Германии не работает и получает различные дотационные деньги. И в этом случае, если разработать первую функцию Bausparvertrag — это забирать из пространства все средства, которые законодатель нам дает к распоряжению, мы должны только поставить антраг и в свою копилочку это все пособирать. Допустим, Arbeitsnehmer, Sparzulagen, допустим, этот молодой человек все-таки покупает для себя и использует эту программу для себя. Он ее может также сочетать с различными другими КФЕ-программами, допустим, 124, если он для себя берет. Плюс, если это дом суперэкономичный, это может быть там 298 и так далее. К чему мы говорим? Что мы к копилочке правильно подобранных различных дотационных программ, возможности оптимизации своего налогообложения, либо при покупке для себя молодому человеку открываем двери с помощью этого Bausparvertrag. И еще одно, помоги, пожалуйста. Если клиент говорит, я уже являюсь клиентом этой Bausparkasse, и выбираю все-таки купить сначала квартиру как капиталанлage, потому что тогда она сама себя генерирует, и с моими теми же 60 евроми я могу взять этот Bausparvertrag, уже кредит, не сам Bausparvertrag, а уже кредит в этой части, то есть вторую фазу, да. Но так как я являюсь уже клиентом этой Bausparkasse, многие не знают тот факт, что они могут получить кредит дешевле. Почему? То есть те, кто уже клиенты, потому что у многих компаний бонусы для новых клиентов. То есть у нашей компании, с которой мы сотрудничаем, то есть это бонусы для тех клиентов, кто уже клиенты, кто уже нам, как говорится, поверили, кто нам доверились и уже откладывают в эту компанию. И они получают дополнительную скидку, то есть на тот кредит, который они дополнительно будут брать, то есть они получат от 0,25 до 0,6%. То есть это в зависимости, то есть от времени, в зависимости от квартала, в зависимости от того, сколько, наверное, денег там есть в казне. Как бы то ни было, от 0,25 до 0,6% они получат дополнительную скидку на тот кредит, который они будут брать дополнительно. То есть помимо Bausparvertrag, то есть или денег, которые они вытащат из Bausparvertrag, если они берут дополнительное финансирование, тоже в Bausparkasse, то есть от 0,25 до 0,6% они получат скидку. Супер. Это значит, собственный капитал они могут решить за счет того, что они вошли во вторую фазу своего накопления Bausparvertrag. И в этой фазе, что тоже многие не знают, дотация от города дальше поступает в этот договор. Грубо говоря, клиент в кавычках уже не копит, а он взял кредит для того, чтобы заплатить, использовать это как собственный капитал в покупке, допустим, своей квартиры. И ему от работодателя эти 40 евро дальше капают в копилочку. Грубо говоря, эти 40 евро плюс все дотации сверху, которые мы перечислили, помогают ему гасить этот кредит. Да. Совершенно верно, то есть и даже когда, если, к примеру, он взял кредит больше, потому что он копил, к примеру, там накопил 10 тысяч, взял кредит 15 тысяч, соответственно, он копит уже не 40 или не только 40, а ему нужно дополнительно кредит выплачивать, то на эту сумму, то есть точно так же он получает Wohnungsbau-премию. Почему? Потому что государство не подразделяет, в какой фазе находится Bausparvertrag, в фазе накопления или в фазе кредитования уже, то есть или выплаты кредита, да, то есть и поэтому Arbeitnehmersparzulage, то есть и вот эта Wohnungsbau-премия, то есть они дальше продолжают поступать,
то есть в кредит уже. Почему? Потому что Баушпофтрак начал, или кредит начал выплачиваться, то есть и дальше, получается, государство мне помогает мой же кредит выплачивать. Таким образом, мы можем подвести черту и сказать, что если родители заранее побеспокоились о образовании, финансовом образовании своих детей, то даже с бюджетом, скажем, 100-125 евро, даже возьмем с детских денег, в зависимости от того, когда мы начнем для ребенка подготавливать эту почву для будущей взрослой жизни, мы можем с минимальными собственными инвестициями и с знаниями, как использовать все государственные дотации, допустим, сегодня, пока ребенок еще не делает Ausbildung или будучи студентом, то есть он тоже получает премии, но не все, если он не работает. Если он выходит на Ausbildung, то он уже может более большой пакет премий собирать и более большое количество различных дотационных денег в свой договор. И что мы только что с тобой проговорили, даже когда он уже берет кредит и использует эти деньги, допустим, для покупки своей машины или для обустроения своей собственной квартиры, или для покупки своей квартиры, или для инвестиции как вид капиталовложения, да, покупки квартиры, где он оптимирует свои налоги, что даже в этой фазе, когда он уже, грубо говоря, выплачивает свою машину или выплачивает кредит, который он брал для своей квартиры, он использует эти дотационные деньги, потому что, естественно, люди после аусбильдинга будут еще лет 30-40 работать, и дальше получают эти премии для того, чтобы, грубо говоря, гасить ту же свою машину или свою квартиру. Совершенно верно. То есть здесь я могу даже немножко еще углубиться. Да. Углубиться в тему киндергельд. Потому что тема киндергельд, то есть многие думают, родители, что киндергельд выплачивается родителям. То есть и родители думают, что это эльтернгельд. Но для эльтернгельд есть другие гельда, да, то есть это и она так и называется эльтернгельд. То есть я всегда говорю, что многие говорят, да, но нам же платят на то, чтобы мы детей своих кормили, поили, обували, одевали. Здесь я всегда говорю, что представьте такое, что завтра отменят киндергельд. Неужели вы действительно своих детей не будете кормить, поить, обувать, одевать? То есть практически все мне говорят, нет, мы также их будем дальше кормить, поить, обувать, одевать. И я говорю всегда, что в идеальной форме откладывать весь киндергельд, это в идеальной форме, то есть если кто-то это не может, то есть по каким-либо причинам хотя бы 50%, но минимум хотя бы где-то 40-50 евро откладывать от киндергельд для ребенка уже с самого начала. И с самого начала, даже если сейчас мы это оптимируем немножко, то есть что значит оптимируем, что до 16 лет из-за того, что ребенок не получает еще вот эти 9% и 10% от государства, до 16 лет я бы сделал другую форму накопления. То есть есть такие называемые Майнцукунсплан, то есть очень много форм накоплений, то есть именно виды детских накоплений. И в 16 лет, то есть те деньги, которые там накопились, потому что там проценты хорошие, да, то есть те деньги, которые там накопились, то есть на проценты шли еще проценты, и эти деньги уже тогда единоразово перевести в Баушпаркассу. Для чего? Для того, чтобы ребенок тогда имеет возможность через 3 года на ту сумму, которую перевели, та сумма плюс 50%. Допустим, перевели 10 тысяч, значит, он имеет право 10 тысяч взять дополнительно под 0,95 и еще на эти 10 тысяч еще 10 тысяч под 0,95. То есть у него уже будет 30 тысяч, из них 20 тысяч это под 0,95% и 10 тысяч своих, которые накоплены. То есть вот они, у него есть 30 тысяч, допустим, для приобретения своей недвижимости. То есть поэтому здесь я всегда говорю, что здесь нужно просчитывать, нужно полностью все, что возможно от государства получать, полностью все, что возможно в процессе накопления, то есть по процентам получать, то есть это тоже надо использовать. И здесь я все-таки считаю, что родители должны все-таки задать ребенку направление. То есть потому что если ребенок с самого начала идет или переезжает в съемную квартиру, берет кредиты, берет машину в кредит, берет там кухню в кредит, то есть и в кредиты, то есть и не видит мотивации, у него нет мотивации что-то копить, то есть понятно, что этот ребенок потом всю жизнь будет от этого страдать, потом этот ребенок, что удивительно, найдет себе такого же лебенспартнера, то есть или лебенспартнерин, который точно так же в кредитах, то есть а родители все-таки должны как-то позаботиться о том, чтобы ребенок, когда переехал в свою квартиру, то есть или, может быть, уже купил квартиру, то есть потом, что интересно, что он потом найдет себе такого же, который он найдет себе спутника жизни. То есть поэтому здесь все-таки очень много от родителей зависит, и помощь для родителей, чтобы они правильные решения
приняли, да, то есть и направили ребенка в нужном направлении, все-таки государство выплачивает киндергельд не для того, чтобы родители эти деньги тратили, на эти деньги закупались, на эти деньги свои там кредиты за машины платили и всякое такое. То есть поэтому все-таки какую-то часть есть смысл откладывать и подвести ребенка, чтобы у него была своя недвижимость. Смотри, если мы сейчас подытожим, то мы можем сказать, благодаря 250 евро киндергельд, в зависимости от того, когда мы начнем ребенка подготавливать, в какой фазе. Допустим, если мы заранее начали подготавливаться, допустим, как я это сделала, 12 лет назад я для своего младшего начала копить вот в такие фонды, приблизительно в моем случае это было под 7%, но есть различные программы, в тот момент я не все программы знала, не все дотационные программы знала, но лучше делать, может, тогда начала я делать не на 100% оптимально, но сделала, да, и 3 года назад у моего ребенка уже куплена первая квартира. Изначально мы приняли решение сделать это как инвестиционную квартиру, но в Гамбурге, в гамбургском регионе, который он выбрал с целью в будущем, возможно, там самому жить. Благодаря этой инвестиции я списываю с налога 12 тысяч, и все мои месячные затраты на выплату этой квартиры у меня полностью погашаются. Грубо говоря, первую фазу мы сделали достаточно грамотно, перенаправив этот капитал. Сейчас, когда ребенок делает Ausbildung, он вышел во вторую фазу. Первый договор накопительный, он может и до самой пенсии идти, потому что он дает возможность ему зарабатывать в среднем, скажем, от 6 до 10% годовых, где он не каждый год выплачивает свой доход, а, допустим, до 67 лет, если не ошибаюсь, 8 раз он может с этой программы деньги забирать абсолютно на что угодно. Даже купить себе дом в Испании, либо приобрести недвижимость. Да, между прочим, вот эта комбинация, где собиралась до того, пока ребенок начинает нормально работать, допустим, там 23 года, в моем портфолио без преувеличения есть уже очень много детей, которые действительно я таким образом для своих клиентов обслужила. Я иногда шучу, говорю, слушайте, скоро внуки пойдут, я вроде бы еще такая молодая, но на самом деле у меня уже много детей моих клиентов, которые с помощью инвестирования, с помощью правильного использования определенных программ купили кто инвестиционные квартиры и сами потом туда въехали, у меня таких тоже очень много, или кто действительно купил уже свое жилье в 23-24 года. Это классная вещь, и, грубо говоря, это было возможно только из-за того, что родители, ну, в моем случае они используют 50% киндергельд, я раньше всегда как бы преподавала, давайте 50% жить, а 50% использовать. И от этих 50% все дети моих клиентов, у которых родители хотели своим детям дать старт жизни, они все получили. Вот, поэтому, возможно, ты предложишь, или мы предложим еще какой-то термин, где мы можем именно для Auszubildenden прям сделать такой семинар, в котором мы покажем, какие есть государственные программы, где ты можешь немного фонда откладывать, грубо говоря, как мы сегодня пример затронули, с твоего бюджета уходит ноль. Тебе надо только у своего работодателя поставить антракт. Мы это делаем за них. Да, мы это делаем тем более за них. Грубо говоря, надо только проинформироваться, и у тебя уже 500 евро каждый год копится с этой стороны в копилочку, потому что на 30 евро каждый месяц у тебя еще 20% дотации от государства. Эти деньги можно использовать на что угодно. Второй шаг, допустим, Bausparvertrag, где копится каждый год 1313 евро, из которых твоя собственная часть только 60 евро. Только скомбинировал эти две программы, уже ребенок может там за 5-7 лет, допустим, закончил он Ausbildung пару лет или становится на ноги, у некоторых есть еще пробацайт. Вот моя коллега в этом месяце, ее дочка младшая, в этом месяце купила тоже свою первую квартиру. То есть пробацайт закончился, на следующий месяц она сразу же профинансировалась и купила квартиру в Гамбурге, Медзорхлос-пакет, и это не сказки, да, это не сказки, это возможность, которую выбор только, хотим ли мы своим детям эту возможность дать или нет. Что интересно, я еще раз говорю, что да, такой семинар мы предложим, обязательно семинар или вебинар, да, или, может быть, и то, и другое. Важно, чтобы родители и дети были вместе. Да. То есть, почему? Потому что то есть, очень часто родители с детьми не разговаривают. Потому что родители сидят в планшетах или там телевизор смотрят, дети сидят в телефонах, то есть и как бы друг с другом коммуникации нету, то есть, соответственно, потом родители удивляются, почему там дети их не слушают. Как бы то ни было, то есть про детские накопления, то есть я всегда говорю, что разницы абсолютно никакой нету. 6%, 7%, 10%, 3%. Любой договор накопительный, он намного лучше, даже под 0%, он намного лучше, чем вообще никакого договора. Потому что то, что не сделали, то есть и многие недопонимают, что 259 евро, то есть
умножить там на 18, умножить на 12, умножить на 18 лет, то есть родители получают больше 60 тысяч до 20 лет. Там, от 18 до 20 лет, да, то есть от 50 до 60 тысяч они получают только киндергельд. И тогда они могут еще 120 тысяч взять под 0,95, и вот у них И 180 тысяч капитала, который стоит им 600 евро что в месяц. интересно, кто не делал никакие договора, то есть потом ребенку, когда исполнится 18 лет или там 20 лет, то есть, как говорят, где деньги, Зин, да, то есть вот эти 50 тысяч, 60 тысяч разлетелись, родители начинают, да, мы же тебя кормили, поили, обували, одевали, но ребенку что с этого, то есть ничего, то есть поэтому здесь я еще раз говорю, что любой договор, даже какой-то там под минусовые проценты все равно лучше, чем вообще никакого договора. Второй момент, то, что ты правильно подметила, то есть вот эти фонды, которые еще параллельно можно сделать, то есть я, как правило, то есть дети, которые начали копить, то есть дети, которые в этот вошли то есть они мотивированы, то есть они видят, что у них что-то копится, они, как правило, эти деньги не тратят потом. Они деньги с этих фондов перечисляют потом, опять же, в Баушпаркассу, то есть, к примеру, они накопили в Баушпаркассе 7 тысяч, в фондах накопили они 3 тысячи, то есть они эти 3 тысячи перечисляют в Баушпаркассу, вот есть у них 10 тысяч, дополнительно они берут 15, вот у них есть 25, и у них есть первый взнос на свою недвижимость. Но очень часто в таком виде, как ты сейчас перечислил, есть еще лазеечка, опять же, с хорошим консультантом, есть возможность взять еще до 50% от всей Сверху. баушпасуммы под этот же низкий процентную ставку, если там будет 0,95 или 2,45 или 2,85, есть возможность еще 50% взять, да? Допустим, если у ребенка было накоплено в фондах 50 тысяч, он сделал там, понимает, окей, я начинаю Ausbildung, я сделала себе этот Bausparvertrag, где я собираю только 60 евро, но со своего фонда я уже 50 тысяч там перечислю сюда, еще 10 тысяч соберу, и у меня уже есть 60 тысяч, а договор, допустим, сделан на 100 тысяч, к примеру, и благодаря тому, что там есть эти 50 тысяч, я могу уже, используя все дотационные моменты, взять 100 тысяч дополнительно под 0,95. Это значит, после моей учебы через 3 года я знаю, что у меня есть 150 тысяч, которые мне в месяц стоят там всего лишь 600 евро, да? Совершенно верно. То есть мы это, как я уже сказал, да, мы это индивидуально можем просчитать, и принцип простой, если вот эти 0,95 брать, потому что очень многие забывают, что этот тариф вышел у нас в 2000 году. В 2000 году у нас была так называемая 0% политик, то есть 0% политик, что это значит, что Центральный Европейский банк тогда был такой рефинансирунгszins, то есть он давал банкам под 0% деньги, и Баушпаркасса тогда выпустила эти тарифы под 0,95, то есть это, я не знаю, сколько он еще будет на рынке, то есть я думаю, его уберут, потому что это слишком маленькая процентная ставка. Но в данный момент еще можно. В данный момент еще есть. Те, кто сейчас заключат, соответственно, то есть у них он всю жизнь останется, то есть они всегда это смогут по 95% брать. И чтобы проще считать, всегда то, что я накопил, ровно в 2 раза больше я могу взять под 0,95. Простой пример, 50 тысяч я накопил, значит, 50 тысяч я могу брать зо-визо, и плюс еще до 50% от всей Баушпарсуммы, то есть 50 тысяч я накопил, 50 тысяч я беру, это значит 100 тысяч, и плюс, значит, еще дополнительно 50 тысяч я беру под 0,95. И что еще хорошо в этом виде, что он надежный, и, допустим, если клиенту в какой-то период не нужна вся сумма, он может взять часть, дальше копить, допустим, ему сегодня надо только машину купить. Он взял себе 5 тысяч, допустим, по 2,45, ездит на своей машине, а потом через год, допустим, покупает квартиру и берет себе еще, там, допустим, 25 тысяч под тот процент, который в его договоре зафиксирован. Правильно? Я, честно сказать, я против того, чтобы брать машины, ездить в отпуск в кредит или там что-то в этом роде. То есть я все-таки за то, что накопленные деньги использовать в недвижимость. Когда недвижимость уже начнет мне приносить доходы, потом можно будет машины брать, можно будет... Это я образно говорю, но действительно, бывают такие ситуации, когда человек говорит, смотрите, мы уже недвижимость себе взяли, а у нас машина сломалась. Мы хотим сейчас, допустим, машину еще дополнительно взять. То есть мы тогда этот Баушпарvertrag можем поделить, сказать, смотрите, 80 тысяч у нас пойдет на недвижимость, 20 тысяч мы можем использовать на машину, то есть и, в принципе, это возможно, да. Ну, потому что для многих начинающих молодых специалистов очень часто именно кредит на машину, потому что люди начинают работать, то у него было 1200 зарплата, у некоторых, мы знаем несколько примеров из нашего круга, где ребенок в кавычках, 23-летний молодой человек получил сразу же 65 тысяч
предложение от своей компании, и его переняли, и, естественно, сразу первое, хочу хорошую машину. И купилась хорошая машина, и 400-500 евро месячный платеж не очень позитивно сказался на финансировании, да, и поэтому здесь как бы можно грамотно просмотреть, как лучше использовать эти накопления, но вопрос был в том, что это возможно, Да-да. и можно оптимировать, да, Да-да. допустим, брать недорогой кредит, который сейчас нам предлагают там по 5-6%, а взять, допустим, в кавычках 0,95-2. 5-6 уже нету, уже сейчас 7-8%, то есть вот 5-6 уже эти кредиты ушли, сейчас 7-8, даже 9% на машины, особенно на Gebrauchtwagen, то есть это нормальная процентная ставка. То есть поэтому, но все-таки я еще раз вернусь немножко к нашему, где-то минут 10 назад мы про это говорили, то есть я всегда за то, чтобы родители с детства еще ребенку прививали, что ребенок должен взять сначала недвижимость, а лучше недвижимости, то есть чтобы у него был какой-то источник дохода еще дополнительный. То есть это дешево профинансировать, то есть использовать все льготные программы, которые государство нам дает, то есть и, соответственно, тогда он сможет потом брать себе машины в кредит, то есть и они не будут негативно сказываться на его скорверте. Хорошо. Если мы подведем черту и пойдем дальше, то благодаря тому, что родители вовремя себя проинформируют, они, не инвестируя даже свои лично заработанные деньги, могут создать для своего ребенка хорошее финансовое будущее, где у него будут запасы на ту же самую машину, там 20-50 тысяч, где у него будут запасы для финансирования или подготовлена почва для финансирования своей первой квартиры как капитаlanlage или первой квартиры как для собственного пользования. Плюс, благодаря тому, что накапливалось в таком виде, этот ребенок еще получит скидку на абсолютно текущую процентную ставку на тот момент времени, допустим, будет она 4%, да, а для этого ребенка он сразу получит 0,6 скидку, то есть будет 3,4%. Почему? Потому что он что-то уже, он уже клиент. Он уже клиент, и он что-то для этого сделал. То есть, имея хорошего консультанта, правильно просчитав, можно подготовить подушку на будущее. Недавно мы просчитывали 100 евро через Mainz-Kunstplan, который показал, что только благодаря тому, что ребенок откладывает туда 100 евро в эти фонды, у него 50% скидка с налоговой стороны, где он может до 8 раз эти деньги в течение жизни entnehmen, или у него просто собирается дополнительная пенсия по сегодняшнему просчету около 1200-1300 евро дополнительно. Это ребенку уже было 11 лет, да-да, это я сейчас хорошо вспоминаю этот пример, ребенку было уже 11 лет, то есть это значит не все 67 лет копились бы деньги, то есть а ребенку уже, то есть получается, то есть 56 только лет, да, и с этой суммы, то есть сумма, можно сказать, в 10 раз больше она у него будет, то есть почему? Потому что то есть, родители откладут примерно около 60 с копейками тысяч, то есть у них будет примерно Verrentungskapital 500 000 и Lebenslange monatliche Rente 1200 с копейками, то есть получается с этих 100 евро, то есть в 10 раз или там в 12 раз даже больше у родителей, у ребенка будет эта пенсия. Из-за того, что 8 раз он будет брать, то есть я это всегда приравниваю, говорю, что смотрите, то есть оптимальный каждые 10 лет? то есть каждые 6 лет, каждые 7 лет, то есть было бы оптимально, чтобы вы покупали себе недвижимость, то есть вы 8 раз деньги будете вытаскивать, то есть перечислять их в Bausparvertrag. Через Bausparvertrag мы будем перефинансировать или дофинансировать недвижимость, то есть и вы, когда выходите на пенсию, то есть вы тогда, может быть, эти деньги не накопили, эти 500 000, к примеру, да, но у вас есть 8 недвижимостей, то есть 8 квартир, к примеру, которые, я думаю, будет намного больше верт иметь, чем вот эти 500 000. Поэтому, в принципе, этот Mainz-Kunstplan очень хорошо подходит также к недвижимости. У меня с головы не уходит выражение «где деньги, Зина?». На самом деле, с помощью даже детских дотационных денег можно такое хорошее будущее создать для своей семьи. Окей, давай немножко рассмотрим еще частые ошибки многих клиентов, которые думают, Bausparvertrag — это только для накопления, сравнивают это с какими-то другими видами накопления, которые делаются с целью преувеличения капитала. Давай рассмотрим еще Bausparvertrag как Tilgun-Ersatz. Tilgun-Ersatz означает, что клиент покупает, допустим, инвестиционную квартиру,
будет он молодой или постарше. Его цель как можно больше с налогов налоги оптимировать, получить как можно больше назад. И с помощью того, что он вместо прямой отдачи тела кредита в этом виде инвестиции откладывает в ячейку этого кредита в Баушпар, но благодаря этому через 10-15 лет он себе блокирует приум финансирования, уже определенные процентные ставки для своей безопасности. Расскажи немножко об этом виде. То есть здесь первая ошибка людей, те, которые против Бауш-Паффетрага настроены, то есть это как раз-таки то, что они очень сильно и очень часто сравнивают Бауш, то есть накопление в Бауш-Паффетраг с другими накоплениями. То есть это фальшь. Почему? Потому что это все равно, что мы сравниваем груши и яблоки. То есть понятно, что у груш и яблок, то есть это совсем другой вкус, то есть поэтому здесь это фальшь сравнивать. Если мы этот Бауш-Паффетраг используем действительно для того, чтобы перефинансировать, к примеру, через 10 лет я себе сейчас фиксирую гарантированную процентную ставку 0,95, даже если завтра эти тарифы отменят. У меня она сейчас зафиксирована, то есть я себе ее фиксирую, и эти 0,95 гарантируют, они у меня потом будут для моего перефинансирования подготовлены. Почему это важно? Потому что если сейчас, к примеру, в Америке было несколько раз такое, что страна больших возможностей, то есть у них там вот это, немцы говорят Sicherheit, надежность, то есть в Америке это как бы там ура, то есть люди брали, допустим, по 2%, и потом проходит 5 лет 8%. Что это значит? Что дома продаются не только один дом, а миллионы домов продаются, цены очень сильно падают, то есть, соответственно, люди с этим, из-за этого потом страдают, то есть теряют деньги, то есть и потом все снова начинают, да. То есть здесь в Германии что хорошо, что мы можем на 10 лет процентную ставку зафиксировать, к примеру, сейчас под 3,8% сейчас зафиксировать, сделать Tilgungsersatz, то есть что значит Tilgungsersatz? Это значит, что я сейчас плачу только проценты в банк, эти деньги списываю, то есть, а тот Tilgung, то есть то тело кредита, которое я должен платить бы в банк, то есть я перевожу в Бауш-Прокассу. То есть есть разные формы, то есть можно весь Tilgung переводить в Бауш-Прокассу, то есть здесь можно сказать, что, допустим, 2% я должен тильговать, то есть 2% я должен гасить, 1% я буду гасить, 1% я буду переводить в Бауш-Прокассу, то есть это можно несколько направлений использовать. Но что я себе делаю этим самым, то есть я себе фиксирую, то есть через 10 лет гарантированно, то есть у меня будет 0,95% ставка, то есть на ту сумму, которую я накоплю, плюс, как я уже сказал, еще 50% больше. Так много информации в одном предложении. Смотри, если я, как всегда, перевожу на кундишпрахе, что это означает? Что когда мы инвестируем в капиталанлage, наша задача как можно больше оптимизировать налог. И буквально на этой неделе у меня тоже был пример, где я для клиента просчитала, что если он покупает Mitbauspar-Vertrag и выбирает функцию lineare Abschreibung, где он четко видит, покупает эту квартиру, инвестируя, допустим, 500 евро в месяц, из-за того, что он делает Bauspar-Vertrag, цинзен фиксирует на 20 лет, он видит ровно на 20 лет до цента, сколько он списывает. Допустим, в его случае это было 17 тысяч, у клиентов нет детей, зарабатывают очень хорошо, и, естественно, хочет что-то сделать дополнительно на пенсии. И для них это было, как для немцев, супер важно, что они видели до единого евро, что я инвестирую, так как они выбрали Zorglos пакет, допустим, в их случае там 500 евро, они видели, сколько я в конце года списываю, и плюс, что для них было безумно важно, что через 20 лет, когда мы им финансируем остаток по кредиту, они уже сейчас видят, что у них будет, допустим, 1,25 цинзен на небольшой остаток, так как то, что собралось в Бауш-Паффертраге, будет погашено. Многие путают этот вид с тем, что я могу с Бауш-Паффертрага, по идее, на свободном рынке, когда у тебя есть Бауш-Паффертраг, ты можешь деньги просто забрать. А в этом виде, когда это идет как Tilgungsersatz, это называется abgetreten, да? Поправь меня, если я не права. И таким образом, грубо говоря, клиент видит четко каждое евро на протяжении 10-20 лет, что он списывает, оно не падает, не уменьшается, и четко видит, что через, допустим, 20 лет я там небольшой свой остаток перефинансирую под вот эту сумму. Что еще важно?
С последнего Weiterbildung, с последней учебы, повышения квалификации, мы выучили, что сейчас некоторые баушпаркасы из-за того, что люди, которые инвестируют в недвижимость, особенно в новую, экономичную, они понимают, цены будут повышаться, инфляция очень большая, и многие шпаркасы не стали более критично видеть факт возраста человека. То есть, если к нам приходит клиент, которому 65 лет, и этот клиент говорит, зачем мне надрываться, зачем мне сейчас гасить свою инвестиционную квартиру, так как я там через 2-3 года уйду на пенсию, я хочу на 20 лет ее перефинансировать, я буду это все списывать на пенсии со своего налога, потому что многие забывают, что на пенсии мы также платим налог. Я буду минимировать этим свой налог, и ровно за 20 лет я верну эту сумму. Можно различную констелляцию сделать, допустим, 10 лет так, или Мидбаушпофертрак, это уже наша работа, просчитать как. Но смысл в том, что эти баушпаркасы сегодня позволили продвинуть финансирование до 85-го жизненного года. Да, правильно сказала? совершенно верно. Да. Да. Раньше это было 75 лет, то есть, потому что все баушпаркассы, то есть и банки тоже, банки вообще говорили, что давайте до 65, до 67 лет расплачивайтесь. Баушпаркассы, они немножко лояльнее к этому относились, то есть это было до 75 лет. То есть на сегодняшний день из-за того, что люди действительно стали жить дольше, люди действительно стали жить как лучше. То есть что значит лучше, что люди, которые выходят на пенсию, то есть они все равно еще получают хороший доход, даже не работая, потому что, к примеру, купили себе недвижимость, получают какой-то доход, может быть, с каких-то капитаlanlagen, с гельданlagen, то есть разницы нету. Поэтому баушпаркасы сейчас, многие баушпаркасы, они продлили сейчас дату выплаты, то есть до 85 лет я могу растянуть это, то есть также продолжать налоги списывать, также продолжать нормально жить, да, то есть и до 85 лет, то есть можно растянуть финансирование. То есть, к примеру, в 65 лет я взял, то есть не за 10 лет быстрее мне это нужно выплатить, а до 20 лет я могу это растянуть. То есть, если клиент в 50 лет вспомнил, что ему надо подготовиться к пенсии, то на данный момент, это зная, в какую баушпаркасы, с каким случаем лучше обратиться, какие программы интегрировать, мы можем помочь нашим клиентам еще за 17-27 лет успеть создать себе хороший пассивный доход. Да? Совершенно верно. Пример вчерашней моей клиентки, ей в данный момент около 50 лет, мы купили 4-й новый объект, перефинансировали объект, который она купила 10 лет назад, я в прошлой передаче немножко об этом говорила, но, грубо говоря, если мы сейчас просмотрим, что она этим достигла, она не хочет работать до 67 лет, в 62 года, скажем, между 62 и 67 она выйдет на пенсию, до этого момента у нас еще есть 12 лет, чтобы эту фазу еще проработать, и через 12 лет мы, возможно, частично какой-нибудь объект продадим, либо просмотрим, что нам выгоднее. Теоретически, если бы она продала один объект, у нее бы второй бы был полностью выплачен, и он на данный момент приносит 1500 уже кальтмиты. Через 10 лет, естественно, это, возможно, будет чуть больше, скажем, 1700. Но возьмем только пример с этими 2 последними объектами. Но у нее остается один объект, где она получает 1700, у нее уже мало что можно списать, потому что объект только один, так бы она бы еще со второго списывала, так один. А благодаря программе, которая позволяет растянуть, допустим, финансирование еще на 20 лет, а ей 62 будет, то перефинансировав эти 2 квартиры, она, грубо говоря, в каждой квартире где-то там 40% арендной платы будет использовать для того, чтобы гасить остаток, и на 20 лет он четко будет у нее прописан, но у нее получается 60% с каждого дома аренда поступает и повышается. Таким образом, она имеет 120%, а не 100 аренды, но у нее есть еще 2 баукерпа, которые она потихонечку списывает. Таким образом, мы достигли ее цель, ее КАИ просчитал ей точно, сколько ей надо дополнительной пенсии, чтобы она себя хорошо чувствовала. Мы достигли эту цель, но что, допустим, ее КАИ не просчитал, а сколько я заплачу на это налог. То есть мы идем еще с той стороны, почему важно вот этот баушпофертрак, как Tilgun-Ersatz, который гарантирует тебе процентные ставки, что ты можешь долгосрочно и четко планировать, прям до евро. Плюс она взяла наш Зорхлёс пакет, где она видит, окей, у меня следующие 10 лет вот такая аренда, то есть у меня нет никаких скачков, и таким образом она может это все гасить.
Можем это тоже делать, и у нас бонитет обычно, то есть те люди, которые немножко постарше, у них бонитет посильнее, получше. Почему? Потому что то есть, они уже, может, какую-то недвижимость себе взяли, то есть они, может быть, накопили уже себе что-то, и здесь мы можем это тоже использовать, да. Про молодежь мы поговорили. А как же мы можем использовать эти все бонус-баупреми для нас, для работающих людей? И какие изменения за последние года были в законодательной базе, которые повысили Zumversteuerungseinkommen? К примеру, мы женатые люди, да? И многие путают, что Zumversteuerungseinkommen на сегодняшний момент, чтобы все премии использовать, подняли до 80 тысяч. Что это означает? Поправь меня, если я не права. Что если мои клиенты, которые вчера купили дом, в котором они объект, да, в котором большой объект, в котором они будут списывать 20 тысяч со своего дохода. Это значит, если вчера они зарабатывали 100 тысяч, то сегодня они понизили до 80, и таким образом они еще могут получать эти все премии, которые зависят от зарплаты дополнительно в свой договор. Совершенно верно. Что такое Zufversteuerungseinkommen? Zufversteuerungseinkommen многие путают с брутто. То есть на самом деле это не так. То есть Zufversteuerungseinkommen – это брутто минус все социальные выплаты, то есть это социальный обгабн, это примерно 30%, да, и потом минус, что я могу списать. То есть, к примеру, если я купил себе объект какой-то, да, то есть я в год списываю 20 тысяч налогов, то есть значит у меня вот эти 100 тысяч минус 20, я выхожу на 80. И если я вышел на 80 тысяч, то тогда я получаю на свои накопления, то есть максимально на 1400 в год я получаю 10%, то есть вот эту бонус. Семья получает. Семья получает, то есть я получаю с метлеми с партнером, то есть каждый по 70 евро, получаю 140 евро на семью. Тоже не совсем семья, потому что если есть дети от 16 лет, они имеют право тоже 70, то есть про персону выплачивается 70 евро. То есть и если семья, то есть муж и жена, к примеру, у них меньше, чем 80 тысяч доход, то есть они тоже имеют право получать эти премии, да. Окей. Давай оставимся на примере этого молодого человека, который в 23 года получил 65 тысяч зарплаты и купил свою первую квартиру. То есть у него уже был Bausparvertrag, сейчас он в этот Bausparvertrag уже работая, зарабатывает 65 тысяч бруто, вроде бы 65 тысяч бруто – это больше 40 тысяч, но если мы остановимся на этом примере, то сначала от 65 тысяч у него отнимется 12 500, которые он, что фрай, может сегодня зарабатывать, да? Плюс отнимутся все социальные которые он заплатил, 30%. плюс отнимутся в его инвестиции, в его лично около 15 тысяч он спишет за счет того, что он купил этот объект, да, он выбрал себе определенную программу, и таким образом он еще дальше будет получать Vermögensversammleistung от работодателя 40 евро каждый месяц. Да. На этот Vermögensversammleistung в год он еще 43 евро получит от государства. Да, 9%. Arbeitnehmersparzulage. 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 Плюс из-за того, что он понизил с помощью инвестиций в квартиры свой Zumversteuerungseinkommen, он будет дальше получать еще эти 10% Wohnungsbauprämie, допустим, 70 евро в год. И это все он уже получает в свой Darlehensvertrag, то есть Bausparvertrag он уже его использовал, он уже платит кредит назад. Да. И получается, таким образом он еще дальше получает эти же деньги в свой договор. Совершенно верно. То есть Bausparvertrag, то есть он и остается Bausparvertrag, просто у него две фазы. Да? То есть первая фаза – это накопительная, вторая фаза – это когда я выплачиваю кредит. То есть и еще раз, для государства разницы нету, в какой фазе туда поступают деньги. Потому что это накопительная фаза, что это фаза, когда я выплачиваю кредит, то есть государство также перечисляет туда на мои 40 евро, это 9%, то есть Arbeitnehmersparzulage, и на мои, грубо, там 60 евро, то есть это 700 евро в год, это так называемый Wohnungsbauprämien, то есть на нее я получаю 10%. То есть поэтому они также дальше продолжают выплачиваться, то есть и люди от этого профитируют. Да. То есть когда в Германии кто-то жалуется, что у нас такое плохое государство, что мы так много платим налоги, то, как ты сказал, Зина, где деньги? То значит, это selber schuld, как говорят немцы, потому что государство параллельно дает очень много различных льготных программ и для финансирования, связанных с тем, что люди покупают очень экономичного вида застройку. Плюс в прошлой передаче мы выучили, что семья, которая Zumversteuerungseinkommen меньше 100 тысяч на двоих, могут взять еще по определенным программам себе более дешевые кредиты. Плюс
то, что мы услышали сейчас про Баушпаф-Трак, фонд инвестиций, фонд и все, что с этим связано, государство заботится о нас. С самого рождения, кто родился в Германии, государство заботится о нас. Вопрос только, как мы используем эти деньги, и вопрос в том, что в воздухе у каждого работающего наемного сотрудника висят большие суммы, которые просто им абсолютно бесплатно в договор могут заходить, и на эти суммы законодатель еще добавляет от 9 до 20%, в зависимости, куда уходят эти деньги. Вопрос только, почему же мы их не берем? Здесь я всегда говорю, что я в прошлой серии, то есть или в прошлом нашем подкасте, я говорил про это, что вот это слово «автоматиш» очень крылатое слово в Германии, то есть «автоматиш», то есть люди думают, что что-то там платится «автоматиш». Я всегда говорю, что «автоматиш» 1 числа у нас начинают снимать с нашего счета, то есть «автоматиш», вот это все снимается. Чтобы что-то получить от государства, то есть нужно поставить антрак, то есть, да, то есть или нужно поставить заявку. То есть здесь я всегда говорю, что если есть надежный, хороший специалист, потому что мы всю бумажную работу на себя берем, то тогда мы можем эти заявки ставить, мы можем эти антриги ставить. То есть поэтому обращайтесь к нам, мы будем рады вам помочь. Мы можем купить квартиру, у нас есть выделенные средства от государства. Каждый работающий человек по найму может получать, скажем, приличные суммы каждый месяц, только поставив правильно антрак. Но если мы еще 2 слова, буквально у нас осталась минутка, затронем еще пример, тоже последней недели, где к нам пришел Geschäftsführer одной компании, это небольшая компания, где он узнал, что он может тоже безналогово откладывать до 600, скажем, почти 600 евро. Больше уже. Немножко больше даже, зная только, как эту программу правильно воспользоваться, да, то есть Geschäftsführende Gesellschaft, да, правильно называется, может со своей компанией... Да, это человек, который владеет компанией и является там коммерческим директором, то есть это можно коммерческого директора нанять в найм, а если я сам в своей компании коммерческий директор, то есть это я Gesellschafter и еще и Geschäftsführer, то я сам себе могу заключить договор на 600 евро, то есть полностью списывать этот налог и социальные выплаты. Экономить сразу 31% минимум. Откладывать это все себе на пенсию, то есть и государство только это приветствует, потому что деньги остаются в Германии, то есть поэтому государство это приветствует. 2 последних вопроса в студию. Кто из нас, кто является гешефтсфюрером, дарит себе от компании 600 евро? Первое. Второе. Кто из нас, кто наемный сотрудник, просто спросил у своего работодателя: дорогой работодатель, а могу ли я забрать свои денежки, которые мне предписаны законом, и ими воспользоваться? Да? Нам надо только спросить и проинформироваться, и получить эти прекрасные программы для своего будущего.